Сегодня я буду рассказывать о грязном деле, в прямом смысле, о угле. И раз уж о нем пойдет речь, также покажу другие графические материалы, которые я пользую вместе с ним. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница, и это мой канал, в котором я делюсь своими творческими наработками. Я определилась со своим набором для пленэрных и портретных набросков и могу этим с вами поделиться. У любого материала есть преимущества и недостатки. Недостаток угля в том, что он пылит, пачкает не только руки, но и все вокруг. А положительный момент в том, что это безвредный, натуральный материал, который с легкостью смывается с рук. Его просто контролировать в листе. Прежде чем говорить о материалах, стоит разобраться в том, для какой цели они мне служат. Посмотрим на логику ведения наброска. Правило универсальное. Допустим, у вас есть готовое композиционное решение. Я раскрываю любую живописную или графическую задачу со среднего тона. Это значит, что у моего начала есть диапазон высветлять или же затемнять. Определяю места самых темных пятен, а затем почти в конце добавляю светлые. Чаще всего в пейзаже небо светлее земли, темные пятна – это деревья. Гладь воды может отражать небо, в моем случае это блестящая лужа. Определяюсь с тем, что будет самым светлым. Довожу темный тон до желаемого, и светлые пятна мне показывают, что относительно их нужно сделать еще темнее. Давайте посмотрим, какая тональная шкала здесь есть. Средний тон бумаги, белый приглушенный пастель. И все же при нажиме на древесный уголь. Посмотрите, что у меня нет полностью черного и полностью белого. Угольный карандаш будет моим самым черным здесь. Попрошу вас поднять немного активности на моем канале. Лайк, подписка, комментарий на любую тему. Можно писать о погоде. Без активности нет просмотров, а без них нет желания делать новые видео. Художественный древесный уголь делают путем обжига веток различных пород деревьев. Обжигают иву, орешник, липу, виноградную лозу, березу. Я пользуюсь обожженными веточками ивы, потому что это то, что продается в соседнем магазине. Есть наборы с разными размерами палочек. Здесь 3 диаметра, и они обозначены Small, Medium, Large. Далее я себе купила набор, на котором обозначен диаметр палочки. Но все же диаметр невозможно контролировать, потому что это веточка дерева. Диаметр дает примерное представление о том, насколько она тонкая или толстая. Чем толще палочка, тем она дороже. Иногда мне попадаются нехорошие палочки угля, которые царапают бумагу. Такую ветку я перетираю на пыль, она тоже нужна в работе. В производстве такую пыль соединяют со связующим, и получается прессованный уголь. А это палочка синтетического угля. С ним тяжело работать, невозможно исправлять, поэтому пользуюсь им только в крайнем случае, когда нужно совсем темное пятно. Объясню и покажу на примере, для чего я пользуюсь угольной пылью. Ее продают, но я предпочитаю делать сама.
Мне она нужна для того, чтобы закладывать большие пятна в начале работы. Стряхиваю с листа ненужную крошку, но вообще хорошо тщательно ее просеять перед началом работы с ней. Дело грязное, я вас предупреждала. В этом портрете я закладывала большие пятна именно таким способом, кистью. Покажу вам, как я самостоятельно делаю угольную пыль. Я засыпала в ступку обыкновенный уголь древесный для мангала. Обернула пакетом, чтобы пыль не неслась вокруг. Я растолкла крупные куски и просеяла их через сито. Получившуюся крошку можно снова растолочь и снова просеять. Этой крошки уже достаточно, чтобы сделать универсальный инструмент для рисунка — носочек с углем. Использовать толченый уголь для мангала я придумала сама, а вот такой мешочек, носочек — нет. Я видела, что пользуются многие художники. Кроме этого, он продается. Пыль от мангала значительно светлее, нежели от художественного угля. Но тем не менее, я ей нахожу применение. Здесь вы видите, как я хлопчатобумажный детский носок засыпаю мелкую угольную крошку. Завязываю на узел или же можете ниткой завязать, и волшебный инструмент готов. Этому детскому носочку очень повезло быть полезным, потому что его брата-близнеца украли гномы из стиральной машины. Гномы замучили, жизни не дают, таскают носки. По подготовленному листу пылью можно выбирать ластиком, оставлять пятна палочкой угля. И если рисунок не пошел, убрать это все дело счастливым носком. Кусочком ваты или же, как у меня здесь, губкой для косметики можно рисовать угольной пылью. Также можно и стирать, пока губка чистая. Затем, когда она испачкается, ей просто обобщать, смягчать касание. В наброске всегда есть главное и второстепенное. С помощью мягких касаний легко отказаться от вещей, списать их в глубину. Идея в том, чтобы аккуратно брать угольную пыль и размазывать ее пятнами по поверхности листа, и чтобы это мягкое не царапало бумагу. Так что здесь может быть все что угодно. И кусочек тряпки, и, как я сказала, кусочек ваты или губка. Пыль сама по себе не будет держаться на бумаге. Должна быть бумага, которая впитывает уже часть угля, и непременно в конце работы надо будет закрепить фиксативом. В отличие от сухой пастели, в палочке древесного угля нет связующего, и он не прилипает к листу, как остальные сухие материалы. Тем более угольная пыль, которую можно просто сдуть с листа. Мне приходилось не раз отвечать на вопрос по поводу альтернативы фиксативу для угля. Мои студенческие работы, которые хранятся 30 лет у меня в папке, со временем испортились, потому что были закреплены лаком для волос. Если нужна темная линия, я беру угольный карандаш, они бывают разные по тону. У меня заканчиваются карандаши Дервент. Прослужили они мне очень долго, потому что я ими редко пользуюсь. Стержень в этих карандашах прессованный уголь. При падении ломаются.
С графитными карандашами такое случается реже. Графит сам по себе плотнее, чем уголь, следовательно, выдерживает падение. Поэтому предпочитаю чернографитный карандаш для штриховки деталей. Не люблю блеск графита, но эти карандаши не блестят, они не полностью черного цвета. Это и понятно, все-таки графит. У меня в пенале EB и 8B мало чем отличаются друг от друга, оба очень мягкие. Акварельный карандаш, пользуюсь им в работе с жидким углем. Удобно, если нужна линия по влажной бумаге. При необходимости смывается водой. Я использую мандалус Kohinoor, но для этой цели подойдет любой акварельный карандаш. Клячка и пару ластиков. Покупаю сразу с такими ластиками стержни, потому что продукция меняется и найти замену сложно. Такому тонкому ластику можно найти широкое применение. Я им штрихую светлым по темному. Клячка без прикрас – идеальная стирательная резинка. При стирании не оставляет крошки, высветляет до цвета бумаги. И к тому же можно делать ей тонкие линии. Для этого достаточно ее смять подушечками пальцев. Очень-очень давно функцию клячки исполнял хлебный мякиш. Клячкой удобно также выбирать большие плоскости. Эти 3 ластика далеко не все, что у меня есть, но мне с ними удобнее всего работать. Очень и очень удобная для меня конструкция. За несколько лет работы с ней я сменила несколько ластиков. Выбирает плоскость побольше, чем тонкая, но она работает ребром, что удобно. В ситуации, где нужно темнее угля и светлее пастели, беру гуашь. Я набираю гуашь на кончике кисти, поэтому мою тонкую бумагу гуашь не намочит, не испортит. Белой гуашью я намечаю игру солнечных зайчиков, коими изобилует пейзаж. Для этого мне не нужна вода. Гуашь остается густой, и сверху белого мазка угольная пыль тоже играет определенным образом. А также использую для бликов в портрете. Выбираю бумагу по ее фактуре и цвету. Цвет это исключительно на мой вкус. На качество наброска это не влияет. Для сравнения цвета положила лист для принтера. Фактура же основной критерий. Сухой материал должен иметь сцепление с поверхностью бумаги. Для угля обязательно шероховатая поверхность, которая в английском называется туф. До сегодняшнего дня я работала углем на бумаге для смешанных техник. На ней можно делать сколь угодно исправлений, что прекрасно для долгого рисунка. Но сейчас я впервые купила специально для рисунка газетную бумагу именно для набросков. Давайте посмотрим на ее возможности. Вот он, мешочек с угольной пылью, так и хочется сказать, со звездной пылью. Ребром палочки угля оставлю пятно. Растираю рукой. Посмотрите, как интенсивность тона сразу изменилась. Потому что весь уголь остался на поверхности. Его легко смахнуть рукой. Повторяю то же самое губкой и силиконовой губкой для косметики. Светлым по темному ластиками.
Для светлых моментов сухая пастель. Клячка. И проверю, как угольная пыль ляжет губкой напрямую. Наберу сразу побольше с помощью кисти. Бумага для пастели также подойдет для работы углем. В принципе, подходит все, что для рисунка, для смешанной техники тоже. И даже акварельная бумага прекрасна для угля. И для того, чтобы с этим разобраться, нужно взять ту бумагу, которая у вас есть. И далее, отталкиваясь от своих ощущений, вы поймете, какую вам покупать. Может быть мягче, может более фактурную. А может быть для комфортной работы с углем вам не хватает среднего тона, то для чего я покупаю цветную тонированную бумагу. Сегодня я рассказала о сухом угле, с какими материалами я его использую. Также я пользуюсь и жидким углем. У меня есть периоды аллергии, и я не беру в руки сухие материалы. А к графике я часто возвращаюсь, потому что уголь в жидком виде для меня выход из ситуации. По той простой причине, что в работе с жидким углем нет облака пыли. Использую готовый уголь шминки и уголь, который я делала сама. У меня на канале уже были видео с использованием этого живого материала, жидкого угля, но можно еще поговорить об этом отдельно. Спасибо за ваш интерес. С удовольствием делюсь тем, что знаю и умею. Если есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. Лайк, подписка, комментарий. До встречи на моем канале.